отряд по рации сзывали свои полки на участке прорыва врага. Туда немедленно перебрасывались пушки, сходу открывавшие огонь. Уже на 5-й день боев из 200 «Пантер» в строю осталось всего 16 машин. Новые авиационные бомбы ПТАП также стали крайне неприятным сюрпризом для немцев. Даже одного попадания такой бомбы оказывалось достаточно для уничтожения танка. И все же немецкие танки шли вперед. Сказывалась тактическая грамотность и опыт немецких командиров. Нанося удары в разных местах, уничтожая один опорный пункт за другим, они вышли на последнюю, 3-ю линию обороны Воронежского фронта. В советской оперативной сводке отмечалось: условием для прорыва танков противника послужило следующее. При отходе автомашин и танков противник преследовал их вплотную. По этой причине не было возможности перекрыть дорогу, идущую с Тетеревина на Ивановский выселок, противотанковыми минами. За 3-й тыловой полосой обороны серьезных оборонительных позиций уже не было. Комсорг батальона 287-го гвардейского стрелкового полка Балмосов позднее писал: в ночь на 11 июля мы вышли к совхозу «Октябрьский» и стали окапываться. Нам сказали: завтра будет бой, ройте себе окопы. Они будут для вас могилой или крепостью. Чтобы не допустить прорыва последней полосы обороны Воронежского фронта, Ставка ввела в бой стратегические резервы, общевойсковую армию Жадова и танковую армию Ротмистрова. Под палящим июльским солнцем армии двинулись к линии фронта. Борис Назаров, заряжающий самоходного орудия Су-152. Шли всю ночь и следующий день. Несмотря на то, что люки были открыты, жара в самоходке стояла неимоверная. Высовываться из люка командир запрещал, и мы сидели внутри, скинув почти всю одежду. С помощью резервов Ватутин планировал перейти в долгожданное наступление. Танковой армии Ротмистрова предстояло занять позицию у деревни Прохоровка и оттуда нанести удар. Однако последний перед контрударом день принес большие неприятности. Предприняв очередную атаку, немцы захватили позиции у Прохоровки, чудом не прорвав 3-ю полосу обороны. Не останавливаясь, танки дивизии СС «Лейбштандарт» рванулись вперед, но с другого берега реки Псел по ним ударила советская артиллерия. Эсэсовцам пришлось отходить назад. Однако удобный, ровный как стол участок местности под Прохоровкой остался в их руках. Подразделения Лейбштандарта заняли оборону, ожидая, пока дивизия «Мертвая голова» переправится через Псел и ликвидирует угрозу с фланга. В это время танки Ротмистрова уже подходили к Прохоровке. В ходе марша танкисты соблюдали строжайший режим радиомолчания, и сосредоточение 400 советских танков удалось скрыть от врага вплоть до утра 12 июля. Но с восходом солнца немецкие самолеты заметили советские танки, о чем и сообщили сигналом фиолетовыми ракетами. Армии Ротмистрова предстояло наступать в узком коридоре между рекой Псел и железной дорогой. Участок наступления был частично перегорожен непроходимым оврагом. Огибая его, атакующим танковым бригадам пришлось выстроиться в затылок друг к другу в несколько волн. Обычно танки шли крупной массой и широким фронтом. На выстрел пушки по танку немедленно следовал ответный огонь сразу нескольких танковых орудий. Атака же небольшой группой на узком участке не давала танкам Ротмистрова такого преимущества, но контрудар отменять не стали. Утром 12 июля эфир наполнили десятки голосов. Советские танки двинулись вперед.
Командир полка дивизии СС «Мертвая голова» Гельмут Беккер. Я заметил на горизонте тучи пыли, а вскоре из этих туч стали появляться русские танки. Эти русские двинули свои резервы, сказал я своему начальнику штаба и понял, что битву за Курск мы проиграли. Однако события у Прохоровки развивались совсем не так, как планировали. Советским танкам пришлось обходить широкий овраг. Это привело к тому, что в первом эшелоне наступали всего около сотни машин. Танки стали удобной мишенью для немецких орудий. Когда через час к ним присоединились еще две танковые бригады, первый эшелон уже понес большие потери. Вторую волну атакующих танков также встретили шквальным огнем, и боевые машины вспыхивали одна за другой. Командир танкового взвода Брюхов. Горели танки. От взрывов срывались и отлетали в сторону на 15-20 метров пятитонные башни. Иногда срывались верхние броневые листы башни, высоко взмывая ввысь. Нередко от сильных взрывов разваливался весь танк, в момент превращаясь в груду металла. По берегу реки Псел танкисты Ротмистрова прорвались к переправам дивизии СС «Мертвая голова», угрожая ей окружением. Другие 34-ки пробились к позициям артиллерии «Лейбштандарт», стремясь передавить полевые орудия. На выручку немцам подошли «Тигры». Несколько часов гремели танковые бои. Густой дым, висевший над полем, превратил день в ночь. Потери устрашали. За один день два корпуса советской танковой армии потеряли от половины до 2/3 своих танков. Нанести противнику сокрушительный удар не удалось. Но потери немцев в людях и технике тоже были весьма велики. Командир танкового корпуса СС Пауль Хаусер в этот же день начал отход от Прохоровки. Опытный командир, он уже не испытывал никаких иллюзий относительно перспектив цитадели. Операция явно провалилась. В этот же день, 12 июля, на северном участке Курской дуги началось наступление Западного и Брянского фронтов. Операция получила наименование «Кутузов». Главная идея наступления заключалась в том, чтобы атаковать основные силы модуля, втянутые в наступление. Удар наносился к северу от Орла в тыл немецких войск. Для наступления Ставка выделила резервные армии, но прибыть и вступить в бой они могли только спустя несколько дней после начала наступления. О начале операции возвестила мощная артиллерийская подготовка. Настолько сильная, что советские пехотинцы шли в полный рост, почти не встречая противодействия. Сопротивление немцев усилилось лишь при подходе ко второй полосе обороны. Модуль понял, что ему угрожает. Требовалось срочно вернуть в оборону войска, еще недавно наступавшие на Курск. Чтобы осуществить отход и задержать советское наступление, он направил всю свою авиацию против атакующих с севера советских танков. Из воспоминаний пилота Ю-87 Ганса Ульриха Руделя. Я лечу в самолете, вооруженном противотанковыми пушками, а за мной другие юнкерсы с обычными бомбами. Во время первой атаки 4 танка взрываются от прямого попадания снарядов из моих пушек. К вечеру итоговый счет доходит до 12. Прикрывая отступление модуля, немецким пилотам приходилось совершать вылеты по нескольку раз в день. Над Болховым самолет Руделя сбили.